Всем привет! Сегодня 20 января, и мы вылетаем из аэропорта Шереметьево в Ну Таиланд. все, мы прошли все контроли и сидим, ждем нашего гейта. У нас посадка в 11, вылет 23:45. Но я посмотрела, наш самолет уже на месте. Мы долетели, мы в Абу-Даби, в аэропорту. Я не спала. Это мой был первый раз за долгое время, когда мы летели 6 часов, и я вообще... Ну, я чуть-чуть, может, минут на 15 как-то уснула, но я смотрела фильмы. Мы прилетели достаточно вовремя. Наш гид еще даже неизвестен, и мы зашли в кофейню выпить кофе. Наш самолет. И наконец-то нам понадобится этот билет, потому что очень-очень холодно. Надо поспать. Хотя мне хочется посмотреть еще какой-нибудь фильм и позавтракать. Завтрак, к еде в Этихадах у меня вообще претензий нет. Всегда вкусно. Нас должно встречать такси от отеля с табличкой у выхода номер 2. Но пока мы никого не нашли. Мы нашли нас. Тут, оказывается, куча фирм с такси. И мы вообще не могли найти себя. Тут еще и разные иероглифы, и слова. Господи, наконец-то мы доехали. Мы ехали 1:20. Такие пробки. Hello. Нам дали номер. У нас 3-й этаж. Рум 2509. Честно, я так устала. Можно я вам завтра все покажу? А я пошла просто... Я на автомате. Пить пиво, точно. Я просто на автомате. Меня так... 25:09. Меня так укачало, я просто молилась, когда мы закончим дорогу. Я не могла не включиться. Я завтра сделаю со Светом рум-тур, но вы просто посмотрите, какая огромная кровать, какой огромный номер. Единственное, конечно, здесь слышимость сильная. Здесь дверь смежная с другим номером, и там у нас живут соседи, я их прям слышу. Но в целом просто номер классный. Вот тут раковина, там дальше ванна, туалет, душ точнее. Стол. Здесь очень-очень чисто, что мне нравится. Хотя, вы знаете, здесь достаточно темно, поэтому, может быть, я просто не вижу, что здесь есть какие-то нюансы грязные. И балкон. Я боялась, что нам вид дадут не очень хороший, а у нас такой классный вид. Вы только посмотрите, вы ничего не видите, здесь темно. Там горы. Представляете? И вот здесь дворик. Я не знаю, это нашего отеля дворик или соседнего отеля, но очень красиво. И я только сейчас начала осознавать, что я приехала в Таиланд. Я когда вышла из машины, я сделала вдох, и пахнет Таиландом. И знаете, не вот этот вот вонючий, как говорят, а именно такая вот, сейчас я опишу запах. Здесь сильная влажность. И пахнет чем-то чистым, свежим. То есть вот именно отельные запахи такие, которые смешиваются с влажностью, и очень приятный запах. Мы уже вернулись с моря и собрались идти в магазин. Нам нужно в Юникло.
так как мы поняли, что нам не хватает несколько вещей для луков. На улице просто жарище. Море классное сегодня было, теплое, планктон есть, но для меня самое главное, что нет медуз. Тут такой прикольный торговый центр. Мы когда-то сюда ездили просто на такси, а здесь 16 минут от дома и все развлекухи под боком. У меня чизбургер, он стоит 100 бат, это 300 рублей. Отпуск отпуском, а занятия по японскому это обязательно. Только что занималась с носителем, и я поняла, что нужно искать учителя-носителя. Что могу сказать про Патонг, живя здесь один день? Здесь интересно совмещать отдых. Мы живем с правой стороны Патонга, там море чистое, здесь достаточно спокойно, нет такой сильной движухи, и прям хорошо. А с левой части вот как раз торговый центр, вот это вот Бангла-Роуд, и мне кажется, это классное совмещение, что справа вы чилите и купаетесь, а идете налево, а там уже магазины, интересные рестики, то есть, знаете, такой городско-деревенский отдых. Ну, не деревенский, но такой более спокойный. То есть и спокойствие, и тусовка, она рядом, и, в принципе, особо не пересекается. После моря пришли на массаж. Сделали мы массаж. Я делала массаж на рисовом масле. Мне очень понравилось. Хороший салон. Прям расслабила. Я еще хочу сходить на массаж полностью мышечный. Мне сказали, что можно выбрать такой уровень медиум, чтобы было не сильно больно. Думаю, сходить. У меня волосы все в масле теперь, потому что мне делали голову тоже. Хотя мыли руки, но мне кажется, я еще сама себя потрогала, и теперь у меня масляная голова. Доброе утро. У нас сегодня второй день. Встали мы рано, в 7:20 почти. Сделали зарядку. Я помыла голову. И идем на завтрак. Вернулись мы с пляжа. Извините, что я не беру с собой телефон на пляж, потому что я за него немножко переживаю. Днем, вечером я беру с собой телефон, потому что я не купаюсь. Мы сегодня ходили еще правее. Мы были сегодня практически у камней, и могу сказать, что там вода очень чистая. Если вчера был еще ветер, и море более волнительное. Вчера мы заплывали чуть подальше, там я своих ног, окончания ног не видела. Сегодня я ноги свои видела. Плавали достаточно глубоко, и там вода очень чистая. И у берега тоже чистая, поэтому, я много слышала отзывов, что Патонг грязный. Вот справа
и в глубине очень чистая вода. Поэтому для меня вода что на Короне, что на Кате, что на Найхарне, что на Патонге одинаковая. Мы вчера ходили на Банглар-Роуд, но я там испытала просто, мне кажется, паническую атаку. Если вы любите тусить, отдыхать, да, там классно, но для меня это абсолютный месс. Месс из людей, детей, работников, баров, громкая музыка. Ты идешь, слева музыка орет, справа музыка орет, кто-нибудь там идет с музыкой тоже. В общем, это ужасно. Это, для меня это просто вырви глаз. Может, потому что я устаю и так от большого количества людей в Москве, от метро, от шума, поэтому для меня этот шум невыносим. Больше я туда не ногой. И на улице, когда идешь по набережной, от одной части от Банглар-Роуд до того места, где мы живем, там тоже вечером просто огромные пробки из машин, из тук-туков орет музыка. В общем, это для меня вчера было какое-то убийство. Мне кажется, я вчера пришла домой, и у меня энергию высосали просто из меня дементоры какие-то. Поэтому сегодня мы решили тусить на нашем районе. Наш район очень спокойный, у нас 2 прекрасные улицы, по которым мы ходим на море. Там есть кафешки, рестораны, массажные салоны классные, такие деревья красивые, зеленые. В общем, мне этот район нравится только с правой стороны. Но, честно, я сюда больше, наверное, не вернусь. Мне больше всего нравится, пока что мне на первом месте, это Найхарн. Просто в сердечке. И здесь даже мы не можем найти нормальную палатку с фруктами. То есть это нужно куда-то идти. А на Найхарне там вообще все на одном месте, вот так вот в пятачке, сконцентрированные массажи и фрукты, и кафешки. Вот, вот такой вот у меня вывод. Вид, смотрите, какой красивый, просто восхитительный. Мне очень нравится. Вот это отель соседний, это уже не наш отель, и вот там вот у них бассейн, люди плавают, не очень-то активно плавают, а в нашем отеле в басике прям full house. Мы туда не ходили, но мы, когда выходим в лифт, из окна видно наш бассейн. У нас только здесь садик красивый. Холл со слоником. А вот здесь номера, и у них окна выходят в холл. То есть у них, получается, вообще нету окон нормальных на улицу. Тайский чай из 7-Eleven. Я его очень люблю. Он сладкий и одновременно горький и холодный. Такое же. Вот наш бассейн. Там даже люди купаются. Бассейн вот с таким вот видом красивым. Блум, точно. Короче, вот этот пассаж при гостишке такой классный. Мы ходим второй раз, и второй раз очень хорошо. Вот эта гостишка Эдем. Ой, и в туалет можно зайти в гостишку, потому что у ребят нет туалета. Нам принесли рис в виде сердечка.
пришли на закат. У нас вот такие вот тучки небольшие, солнца не видно, но при этом очень комфортная погода, солнце не сильно палит. И мы идем по нашей улице. Мы ищем Mango Sticky Rice. Вот на этой улице. Здесь на набережной много всяких палаток, много есть всего, но почему-то нашего блюда нет. Мы в поисках. Продолжаем. Мы сначала хотели съесть дуриан, но поняли, что сегодня не дуриановое настроение. Манго нету. Тут столько палаток и 0 результата. Друзья, какой у нас красивый закат. Видите это? Мы все-таки нашли, где купить Mango Sticky Rice, очень вкусный, и, конечно же, мои любимые маленькие ананасы. Они очень сочные и сладкие. Доброе утро. Мы сегодня встали достаточно рано, время без 27. В той стороне у нас море, восход. Сегодня обещают дождь. Написано 45, по-моему, процентов дождя. И, наверное, это даже и к лучшему. Мы чуть-чуть вчера обгорели. И, наверное, хочется, чтобы было попасмурней. Но на улице все равно тепло. Вот сюда каждое утро, уже вот в 7 часов, в начале 8-го, пожилые люди купаются, делают зарядку. И этот бассейн вообще всегда заполнен такими спортсменами. Это мой самый любимый напиток, концентрированный Red Bull. Мы пришли на обед. У меня наконец-таки мой любимый рис в ананасе. Я очень люблю это блюдо. Больше всего меня радует, конечно, здесь ананас. Мы сидим в нашем кафе, мы постоянно здесь едим. Здесь все вкусно, качественно. Вон плавают лобстеры. Требуют спасения. Ну что ж, я пришла в Юникло, взяла вещи померить. Здесь можно брать с собой в примерочную только 4 вещи. Это первые 4 вещи, другие еще меня ждут. Сегодня отрываюсь я. Соответственно, как нужно использовать Cover липстик. Я обожаю Юникло. Тут моя длина у штанов, их не нужно подрезать вообще. Следующий набор. Это юбка-шорт. Наши покупки, годовой запас одежды. Все, мы вышли, провели сколько? 4 часа в ТЦ, уже темно и высыпало очень много людей. Сегодня же суббота, все вышли тусоваться. Ну, а я себе купила тинт для губ. Эта лапша была такая вкусная, я прям кайфанула. Очень-очень вкусная. Что ты летучий мышь? Нет. Очень-очень вкусное место. Рекомендую, если будете в этих торговых центрах, то
то обязательно заходите в это место, не пожалеете, прям качество на высшем уровне, и людей в этом месте очень много сидит, и в том числе китайцы те же самые, соответственно, если они едят эту еду, значит качество хорошее. Я пошла спать, завтра мы выезжаем, сейчас я вещи не собирала, честно, у меня сил нет, буду это делать завтра утром. Нам нужно завтра выехать в 12, и мы отправляемся уже в район пляжа Ката. Слышите, как у нас птички поют с утра? Мы сегодня из отеля выселяемся. Хотела прям маленький отзыв записать. Мы остановились в отеле Рамада by Windham Divana. Это Патонг-Бич, правая сторона. Могу сказать, что отель мне прям очень-очень понравился. Он относительно новый, ему более 5 лет, но он не сильно старый. И что могу отметить? Мне нравится, что здесь относительно большие номера, большие балконы. Есть столик, стульчик, место, где посушить вещи, что немаловажно. У нас прекрасный вид. По поводу уборки не могу сказать прям конкретную свою оценку, потому что, для меня уборка такая: подмели у нас, поменяли постельное белье, чтобы вам поменяли полотенца, вам нужно их бросить на пол, и они вам их поменяют. То есть какого-то прям эффекта вау не ждите, хотя я вообще в целом не встречала, что я такая пришла и думала: ого, как у меня убрались. То есть как бы убираются нормально, песка нет, и в этом плане тоже хорошо. Персонал приветливый, хороший, всегда улыбаются, готовы помочь, хотя, если честно, у нас не было никаких проблем, поэтому с точки зрения помощи какой-то нам это удалось избежать. И здесь очень классные завтраки, просто очень классные завтраки. Чтобы разнообразить завтрак, нужно постараться. Вот у них это получается. Понятно, что здесь больше разнообразия в тайскую сторону и в индийскую, потому что здесь очень много туристов из Индии, Китая, из России не так много, но в целом пытаются для этой части туристов разнообразить завтраки, и очень вкусная еда, и вкуснота заключается в том, что продукты всегда качественные. Я люблю зелень, мы берем листочки зеленые салата, и он просто хрустит, он и свежайший. И вообще вся еда, она прям действительно сделана из хороших продуктов, хорошие фрукты на завтрак дают, напитки, яйца, понятно, что жарят, что еще? Тарелки всегда чистые. Знаете, просто мы как-то останавливались в одном отеле, там всегда были какие-то жирные тарелки, неприятно было из них есть, а здесь здесь достаточно такой чистый, приятный, опрятный отель. До моря идти минут 15, может быть, даже 12. Тут есть улицы достаточно спокойные, и не замечаешь, как дорога проходит, поэтому относительно моря не так далеко идти. По-моему, здесь нет трансфера до моря, если я не ошибаюсь, если, например, вы с детками, но дорога достаточно комфортная. Понятно, что здесь в Таиланде везде эти машины и байки, но в целом дойти можно. 7-Eleven здесь 2 с правой и с левой стороны, где их нет. В общем, очень классный отель. Я бы сюда, если честно, в отель вернулась. Но на Патонг я больше не вернусь, я уже вам говорила. Слишком месово для меня. Я хотела этот опыт получить, я его получила. Пляж классный, вообще к нему вопросов нет. Но к самой вообще местности здесь вопросики есть. С точки зрения просто количества людей. Так, инфраструктура везде тоже плюс-минус одинаковая. Да и вообще, знаете, если смотреть, если придираться, отличия от районов, от пляжей можно находить. В целом, Пхукет – это Пхукет. Все, мы собрали чемодан, едем дальше. Вот наш балкон при свете. Очень комфортный балкон, прям моя любовь. Обожаю большие балконы. Вот при свете наша ванна. Вот наш номер при дневном свете. Уезжаем, все собрали.
На столько сумок, 5 сумок получилось. Ну все. Итак, за нами приехало такси. Здесь как-то не так быстро приезжает машина, но минут 25. Мы долго не могли просто, чтобы нас выбрал водитель. А потом наш водитель, когда нас выбрал, ехал минут 15. Но в целом мы никуда не торопимся.